Доброго времени суток. Сегодня меня посетила интересная мысль. Я посмотрел партию крупного чемпионата Нидерландов между Яспером Лемином и Яном Ван Дайком. Что Ян, наверное, пересмотрел мои видео по самозажиму в шашке 64, и поэтому вот решил сыграть именно вот эту вот партию. Ну, это, наверное, все-таки шутка. Партия была действительно очень интересная. Сначала я так вот покажу интересный момент, который не был у голландцев, но который очень вам понравится. Сумасшедшая идея, я считаю. Ну, покажу ее в начале. Не в конце, как это вот полагается, а покажу в начале, а далее буду показывать то, что, в принципе, голландцы на турной базе показали, и плюс своих много достаточно моментов. Ну вот, партия, кстати, там не сильно комментировалась, чтобы вы не думали, что я тут все очередной раз сплагиатил. Он показал в конце вот здесь вот, он показал одну практически идею. Но она хорошая идея, комбинационная такая. Комбинация маленькая, но она хорошая, в принципе. И остальное я буду сам комментировать. Итак, давайте. И вот, если бы ход 21-26 был, он хороший ход, да, но вот смотрите, какая идея есть. Сумасшедшая просто идея. 47-41. То есть, кажется, вообще логики, ну, нету совсем. Заходим на 31, и потом идет еще идея. 38-32. Смотрите, то есть нападать не стоит. Почему? Потому что 33-28. Вот эта вот идея. Дальше 7-11. И вот здесь вот 32-27. Еще супер один ход. Понравилась мне вот эта вот, конечно, идея. Понравилось. Я, наверное, бы даже не комментировал партию, но я сразу показываю то, что мне понравилось. 33 и так далее. Но вот какая идея у них была. Если бы Ян правильно пошел. Напоминаю, партия была Яспер Лемин и Ян Ван Дайк. И теперь давайте мы ее посмотрим. Потому что есть идеи еще достаточно так много интересных, симпатичных. Что симпатичное, а что полезное, я бы сказал. Ну вот, стандартный этот дебют играли. Ну, 18, вот 23 мне уже не нравится, если честно. Не нравится. Ну ладно, комментировать тут не буду. Развивается, ну, то есть идея такая, что развивается. Где-то вот это веяние, наверное, веяние, может, даже Сейбранса, но чуть-чуть неправильно его понимают. Голландцы, ну, не все понимают правильно. Я уже говорил, что супер вот игра у молодых голландцев. У сборной, то есть они сейчас играют, конечно, по-своему. То есть они взяли все лучшее от голландской школы, наверное, от советской школы, от российской школы. Может, еще, то есть, есть достаточно неплохие школы, но тоже взяли, наверное, свое. Поэтому там игра, конечно, супер интересная. И интересная, супер интересная. Но вот 39-34, давайте здесь посмотрим. 7-12 закрывают эту дырочку. А вот было, если 30-24 идеи какие, вот это идеи из скала, как вы помните. Вот это 32-28, 19-23, там есть идея. Вот, когда ставят 30-24, чтобы не было 18-23. И дальше вот эта вот идея постоянно стоит. Она может хорошая, плохая, но вот эта вот идея есть. С комбинацией. Вот это два таких важных момента достаточно. Далее. В партии было 34-29. И вот здесь Ян пошел на связку. Вот здесь вот мне чуть непонятная ситуация, конечно. Почему я говорю, пересмотрел моих видео, но это шутка, конечно. Я думаю, что он не смотрит видео.
Может, стоклетки смотрят, русские, я думаю, что не смотрят все-таки. Ну, надо было ходить, конечно, вот на 24. Идея такая, что здесь все-таки надо было поменяться и спокойно играть вот эту вот позицию. Хотя здесь вот, конечно, завязки есть. Если именно так играть, завязки какие-то есть. 31-26. Ну, я не знаю. Пошли бы белые, не пошли. Я вот этого момента не знаю. А вот здесь 30-24, видите, попали под связку. Я, честно говоря, вот не знаю, играть эту связку. Почему? Потому что все-таки, в принципе, конечно, шансов вот в связке, ну, позиция просто похуже. Почему он играет? И шансов таких вот на победу, допустим, и играет чисто, ну, наверное, ничейная позиция. Либо что-то он хотел, какие-то у него мысли были, конечно, не знаю. Вот стандартно развиваются. Если где-то меняться, тут тоже шансов сильно нету, потому что не разовьешься. То есть шансов на что? На хорошую позицию. Я не говорю на что-то, на хорошую позицию. Ну вот так вот играют потихонечку. Здесь еще какая-то, конечно, была полная вот эта вот развязка. Может, и надо было полностью ходить, развязываться. Но, видите, у него какие-то цели, видно, были, поэтому мне сложно здесь что-то сказать. То есть, покуда идет вот эта вот связка, давайте здесь это не буду комментировать все. Мне вот один момент здесь интересует, очень интересно. Ну, здесь не может не интересно, но с развязкой давайте я вам расскажу пару моментов. Здесь на этот вот ход есть какие-то, может не сразу, но есть вот эти маневры, то есть с развязкой. Я хочу сразу сказать. Поэтому 35-30 все-таки как-то хочется. Допустим, если 8, то 30-24 тоже ничего не ясно, как тут выходить с этой плохой позиции. А вот 8 тоже есть. Ну, вот видите, позиция... Ничего тут просто нету. Я считаю, что нехорошая позиция. Нехорошая позиция у черных, очень даже нехорошая. А вот идею я дальше. Сейчас идею, которая будет вам, наверное, интересна, я дальше покажу. 17. И вот здесь вот, может быть, было, значит, в партии 24-19, может... Я думаю, поспешили. Но нельзя, смотрите, вот 39 вот этого хода делать. 14. Вот эта вот идея есть у черных. Вот эта мысль. Так. Еще. Да, если вот сразу, потому что давайте я переключусь, кто может смотрит русские шашки, то вот эта вот позиция есть. На 19 и вот 8-13. Она такая вот, ну, абсолютно неясная позиция, потому что по 8 шашек, но в принципе тоже можно именно за белых как-то играть, смотреть. Ну, в общем, неясная позиция. И чисто вот я вчера смотрел, кстати, старые какие-то партии. Вот тоже Рон Хелсден сыграл. Почему я говорю, тоже потому что вот комментарии его были к этой партии как раз-то. И вот там вот еще Гудемут, еще какой-то живой Гудемут комментировал, то есть эндшпиль. Ну, кто-то говорит, там такой вот эндшпиль надо было играть, то все, ну вот Гудемут правильно говорил, то есть там такой эндшпиль, то есть окончание партии, что ну очень сложно, то есть если с компьютером, да. Наверное, компьютер что-то покажет. Если человеку вот решится в партии, в конце партии, ну, сложно, очень просто сложно. Поэтому тоже такие есть моменты. Можно как-то, может, выходить было на эти позиции, если бы они игрались. Ну вот, давайте, что у меня здесь, вот мысль еще одна. 49, смотрите, какая у меня мысль. 7, 44, 11, 16, 43, вот этот вот переход, и 21-26 с постановкой рожна. Вот она такая вот идея. И потом с прорывом дамки есть. То есть, вот посмотрите еще раз. Вот эта вот мысль есть.
Не проходят вот эти вот моменты. Смотрите, тоже есть. Есть, но не проходят они. Потому что здесь без шашки. Вот. Сложный такой размен, но он без шашки. Получается 7 на 6. У белых шашка лишняя. Партию 24. Давайте. Опять момент такой интересный. У меня сразу возник вопрос, почему не так. Ну, естественно, вы уже видите, почему не так. Кажется, пойдут, и, то есть выиграно просто. Разорвали всю позицию, но комбинация. Видите, тактика здесь. Вот это вот тактика. Так, 35. 7, 11. И вот здесь вот. Вот здесь вот выигрыш получается. То есть 33, 28. И идея такая. Он вот показал в комментариях 11, 17. Здесь было в партии просто 8. И на этом все закончилось. Я даже дальше не буду смотреть. Там какая-то игра еще была, пару ходов. Но все закончилось. А на 11, 17 он показал вот эту вот комбинацию. Вот такая вот позиция. Кстати, Ян Ван Дайк комментирует, вот я не знаю, может эту партию будет комментировать, нет, но он комментирует в газетах в какой-то рубрике. Так что он молодец. Это вот он играл черными. То есть старается что-то делать, и это очень похвально. Итак, ну вот. Мне кажется, что полезные эти моменты были. И вот это вот моя красивая идея, которую я нашел в партии, видите. Там еще нюансы были. Итак, до новых встреч.